Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Guard.ua, а это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ-Не-1. Он этот ролик подписал как «Не повторяйте этого дома». Осторожно, опасность, dangers. Короче, убрать детей от экранов. Ну что, посмотрим, что будет здесь закаточка. Я вангую, короче, вот просто я сейчас проявляю свои экстрасенсорные способности, там, тарологию Александра, вот просто сейчас беру карты, короче, тасую перед вами, вот, ну, невидимые карты, короче, вот, и выкладываю их, и здесь будет две имбы. Антимаг, плюс Манки Кинг и синергия инсектоидов. Вангую. Если это будет так, я эту катку подпишу как бесплатное пиво. Я думаю, это будет весело. Ну что, давайте посмотрим, что здесь будет за каточка все-таки, ребят. Присаживаемся все поудобнее. Всем приятного просмотра, кто смотрит, приятного аппетита, кто кушает, приятных снов, кто засыпает, и, соответственно, хорошего завершения дня, потому что ролик выходит в 6 часов вечера. И я хочу напомнить, ребят, если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылочкой на запись в моем телеграм-канале, где я конкретно объясняю, что нужно сделать для того, чтобы я прокомментировал вашу игру. Поэтому, раз вы уже перешли в мой телеграм-канал, вы обязательно подписывайтесь на него. Если вы не подписаны на мой YouTube, то обязательно подписывайтесь на мой YouTube. Если ты еще не прожал свой лайк, прожимай свой лайк. И пишешь комментарий. Скиллозависимая игра. Если я, соответственно, окажусь прав, что это будет инсектоиды. Понятно? Все, ребят, запомнили. Работаем. Работаем. И я хочу, кстати, напомнить еще раз, что у меня выходит два ролика на канале. Один ролик в 12 часов дня, это моя игра, а в 6 часов вечера это игра моего подписчика, которую я комментирую. Поняли? Поняли. Все, работаем. Я смотрю, он тут у нас дед, два посоха, по одному в каждой руке. А ну-ну-ну. Примкнешь к козлу или не примкнешь? Не примкнешь. Бери гоблина-убийцу. Примкнет. Поехали. А чё не капсом? Поехали пилить самый сложный контент. А, это... О, вы поняли? Вы поняли? Это он мне написал. Ну и вам, соответственно, тоже. Ну что ж. Поехали смотреть этот самый сложный и скиллозависимый контент. Ну вы знаете, что писать в комментариях, да? Скиллозависимая игра. Пишем, пишем, ребят, пишем комментарии, пишем. Скиллозависимая игра. Просто хэштег скиллозависимая игра. Мне уже интересно, что здесь будет конкретно. Пока что конкретно я вижу, что ничего не понятно. Гоблина-убийцу продал. Предметы у него, конечно, шикарные. Интересно просто, какие у него будут здесь фигуры. И за сколько закончится быстро катка. Тут еще есть аптечка священника. В самом деле, здесь хорошие реликвии под инсектоида. Если бы он еще играл через устрик, я думаю, тут вообще было бы 10 из 10. По легендаркам я не скажу здесь, что прям лютая имба. Но, в принципе, омники КПП в действительности ему помогут на инсектоидах. Люблю такие игры комментировать. Ребят, кстати, чел нашел себе рыжего лиса. Но рыжий лис это еще как бы, ну, цветочки. Если бы это был антимаг. О, кстати, я в сегодняшнем ролике говорил и повторюсь, что сегодня, точнее не сегодня, завтра. Ну, короче, для меня это будет послезавтра, для вас это будет завтра. Короче, 19 числа. 19 числа будет патч-баланс. И в моем телеграм-канале есть уже как бы анонс, поэтому переходим, читаем, наслаждаемся. И единственный момент, которому я в действительности рад, это то, что понерфили Манки Кинга. Два патча подряд нерфанули имбу. Весь нерф вы, соответственно, знаете в телеграм-канале. И, кстати, нерфанули антимага. Так нерфанули. О, что просто с пеной у рта можно сидеть и доказывать, что это теперь лютая не имба. Ну, вы поняли, да? Ну, зайдите, почитайте. Теперь у антимага, если что, 3 взрыва. То есть первый уровень у антимага 1 взрыв по одной фигуре, второго уровня антимаг у него 2 взрыва происходит по 2 фигурам, а третьего уровня антимаг делает 3 взрыва, и, соответственно, все характеристики той ульты, которые было до этого, остаются. Угу. Вы поняли, да? Прикольно нерфанули, да?
Да ладно, ладно, брешу я, брешу. О, яйцо продал и вышел в 40 монет. Интересное решение. Не, ну он играет на инсектоидах, и я гарантирую, что даже если у него здесь 1 хп останется, он на инсектоидах вывезет, потому что инсектоид это самая скиллозависимая сборка. Она требует от вас максимальной концентрации, максимального скилла. Короче, я думаю, сейчас ребята сидят и думают, такой, Саня, у тебя что, вообще шарики за роликами уехали или что? А? Саня, номер дать психолога или нет? Ну, простите, я просто не могу серьезно относиться к сборке инсектоидов. На самом деле, мне так просто... Как я, ну, люблю этих инсектоидов. Очень люблю. Аж до слез прибивают, понимаете? У меня аж глаз слезится. Чё, жрецов хочешь? О, вот тебе жрец, на. Держи. Наныл. Наныл. Кстати, немного новостей по дуо-контенту. Дуо-контент будет после 20-х чисел. С Дискордом, все как мы любим. Я думаю, будет интересно. По крайней мере, мы попробуем. Сделаем парочку видосов и посмотрим, насколько это будет интересно и тому подобное. Потому что ролики будут довольно-таки короткие. И можно их, соответственно, будет выкладывать на разные площадки. Без потери качества. По поводу телеграм-канала и дубликатов роликов. Ребят, я не знаю, как... О, а нормально так. 8 уровень. Ой, 8 раунд. 6 зверей. Я, в принципе, считаю это адекватно. Почему нет? Согласитесь. По поводу дубликатов, дублирования роликов на разные площадки. В телеграм-канал я не знаю, как дублировать, если честно. Почему? Потому что в телеграм-канале есть ограничение в 4 гигабайта. А так как ролики у меня примерно 40 плюс минут, у меня все ролики, даже если Full HD выкладывать, они весят около 6-7 гигов. Я не знаю, как это, ну, как еще их можно там, скажем так, лучше сделать, чтобы их было смотрибельно в Телеграме смотреть. Если бы хотя бы в Телеграме было ограничение до 8 гигов, было бы вообще все порядок. Но я, к сожалению, не знаю, как это сделать. Кто-то в комментариях писал о том, что ролик просто поделить на 2 части и 2 частями выкладывать. Но это по-моему, ну, бред. Не кажется? Если кто шарит, милости прошу в комментарии. Напишите, как, что пофиксить, как, что сделать, чтобы, ну, ролик был до 4 гигов, 40-минутный плюс. Ну и, соответственно, если в комментарии не хотите писать, потому что вы там уже написали скиллозависимая игра, вы, соответственно, переходите в чат моего телеграм-канала, и там, соответственно, меня вот так вот терипать из-за... Просто за щечки берете, вот так вот, Саня, я знаю, как решить твою проблему. Это знаете, как вот эта фраза? Где детонатор? Где детонатор? Кто помнит этот мем? И откуда он пошел? Пишем в комменты. Сейчас мобы, кстати. Что мы будем делать с мобами? Орков. Да, да, орков ставь. Почему нет? Ну ты ж можешь орков поставить. Ну раз ты вышел из инкама, ты поставь орков уже. Чё нет? Да, 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 да. Не, я понимаю, для чего он это сделал. Но таким столом он может не затащить мобов. Вообще. Сердце инсектоида перекинул в шамана лавы, чтобы он немного подольше пожил. Так как все-таки сердце инсектоида дает уклонение, что немаловажно. Это будет удивительно, если он затащит мобов, типа... А он затащит мобов, прикиньте. Как же ему хорошо фартануло на фигуры. О, аптечечка. Ну все, все, все. Все, все, все. Контент пошел, ребята, готовьтесь. Уберите детей от экрана сейчас. Сейчас будет жесткая... Не, ну это сам бог рандома велел тебе сыграть на инсектоидах. Сам бог рандома велел. 2 сердца с 2 роллов, просто как с куста на... Why not? А тут будет играть чел на богах плюс Лина. Боги, жрецы плюс Лина. Вот такой вот будет билд. О, Манки Кинг, здорово. Понимаю. Какой уровень? 5? Да, на 5 уровне Манки Кинг. Ну ладно, это еще все-таки не антимаг. Поэтому пойдет. В принципе, терпимо.
Баф людей будешь ставить? Или не будешь ставить? Что-то типа баф людей? Не? Уровень? До талого уровень. Ладно, ладно. Ладно, ладно, убедил. В уровень так в уровень. Но из-за того, что он будет играть себе тут на богах жрецах, это такое. Инсектоиды не затащат. Ой, наоборот. Боги-жрецы могут не затащить инсектоида. Особенно если там ему по предметам не повезет, то там вообще 0 шансов у бога-жреца. А если... Ну, кстати, вот сейчас топ не один нереально повезло на предметы. Типа, 2 раза рольнул, 2 раза получил топ предметы. Ну, для инсектоида, естественно. 2 сердец, в принципе, ну вот за глаза. За глаза, потому что он может поставить спокойно себе 2 скорпионов, 2 змеек и дальше те фигуры, которые ему нужны. А это будет либо же антимаг плюс Манки Кинг, либо же это будет орк-жрец плюс антимаг, Манки Кинг, либо кто-то еще. Ну, антимаг вот здорово тебе, просто вот на, рук пожал. 10% шанс выпадения фигуры. Ну, ну, как-то так. Ребят, только после этого ролика, пожалуйста, пойдите руки помойте с мылом и зубы почистите заранее, потому что этот ролик, ну, вы сами понимаете. Ну. Но, как я обещал, я назову этот ролик бесплатным пивом. Или можно даже назвать... А как назвать ролик? Надо подумать. Типа, бесплатное пиво это прикольно звучит, но... Кстати, хочет переиграть, если что, этого жреца. Он хочет убрать одного жреца, но я бы, может быть, даже 2 убрал бы. Оп, на последней секунде. Ха, красава. Только он ему не пришел. Ну, пойдет, пойдет. Пока что пойдет. Но уже почти 8 уровень, это хорошо. Ревматизм тоже там на скиллухе пытается сейчас поймать его. Не, ну прикольно, прикольно. Игра жрецов. 1000 способов переиграть жреца. Блин, да как же назвать этот ролик? Бесплатное пиво, скиллозависимая игра и бесплатное пиво. О! И на превьюшке просто большими буквами. Бесплатное пиво. Чисто такой кликбейт превью. О, кстати, там воин собирается. Ревматизм полностью брал весь свой стол. Ну ладно, что ж. Он пока что на жрецах посидит, почилит. Правильное решение принял. Правильное. Только ему сейчас надо... Стол будет себе посильнее чуть-чуть сделать. Why not? Скупай всех, Сейчас мы бы. Я понимаю, что ты там отчасти там уже, ну, в шоке сидишь. Но сейчас мы бы. А стол у тебя как бы, ну, непрезентабельный. Весь стол скупай и ставь. Чернокнижников поставь. Да. Чернокнижников поставь. Энигму купи. Купи Энигму. Купи Энигму. Энигму купи. Энигму купи, говорю. Деньги ты получишь за мобов. Купи Энигму, поставь Энигму. Будет у тебя плюс 20% от хила. Ну, купи. Че ты этого не сделал? А? 20% от хила. Что, тебе лишнее? Че ты не сделал этого? Да. Не, ну мобов он, судя по всему, затащит. Да, неплохо. Красава. Уважение. То есть я в своем ролике, когда у меня было... Ой, короче, Ваня. Я в своем ролике на 15 раунде откис, причем у меня был довольно-таки неплохой стол. А вот, кстати, были бы у тебя чернокнижники, ты был бы намного увереннее в своем столе, но ему, в принципе, этого хватило. Так что вот так вот, ребятки. Я думал, сейчас еще одни появятся. Ну, в принципе, окей. А что ты ищешь? Есть... Ну, ребята, это нормально? В принципе, он с первого раза получил 3 сердца. Это жестко. Он сейчас возьмет себе 10-й. На 10 уровне, соответственно, будет ролиться. Найдет себе нормальную фигуру, он здесь всех рвать будет.
Нормас, нормас. Манки Кинг 2 звезды на 7 уровне под 6 звездами. Но посмотрим, как он будет справляться с этим скиллозависимым билдом. Если там чел соберет себе 6 зверей и 4 кунг-фу, то, кстати, он может откиснуть на своих инсектоидах, потому что там Манки Кинг нормально будет шлепать. Единственная будет проблема для него, это все-таки Никс, который может навалить движка, так сказать. Смотрит за ним. Смотрит, ля, подглядывает, сидит. Ты не подглядывай. Оп, оп. Переиграл. Красава. Просто переиграл его. Мужчина. Бери лонруида, пригодится. Не? Ну ладно. Но ему, честно говоря, ему очень фартануло на хп. Ему эссенции очень много хп восстановили. Там, кстати, Драгонайт в 2 звезды уже собрался. Засанили? Йоу, кто контрит нежить? Переиграл. Переиграл жреца. Комментирование в прямом эфире не только от меня, а еще и топ не один пишет в чатик. Знаете, в чем будет ор? Если ему на 10 уровне не будет вести на те фигуры, которые ему нужны, это будет просто 10-кратный ор. Хотя, в принципе, а что ему не будет вести? Ему нужен только, по сути, антимаг, орк-жрец, Манки Кинг, либо же Дум, и все. Ну и 4-й инсектоид, типа, в принципе, ну 2 цветки, это естественно, потому что там появятся еще дополнительные дубликаты. Ну, короче. Но на хпшку ему хорошо везет, очень хорошо. О, ну это жирно. А, не захотел? Я думал оставить Свенчика. Айтигар. Инсеки. Но зачем ты так делаешь, а? Зачем ты на темную сторону склоняешь еще одного... Ок. Зачем ты еще на темную сторону склоняешь еще одного человека, а? Ну зачем ты это делаешь? Зачем? Ты хочешь, чтобы в мире больше было инсектоидов? Зачем ты это делаешь? Он, кстати, там Линка играет сейчас на нежити. Сочувствую ему. Ой, сочувствую ему. Каковы шансы, что Линка выиграет в этой игре? 0%. Я думаю, он отлетит в топ-5. 2 дума пришло. Ну, все то, что доктор прописал. Все, 19 раунд. Поехали творить контент. Как мне надоел мой нос. О, орк-жрец еще сверху. А чё? Ну ладно. На мгновение я подумал, типа, а чё он так сделал? Типа, он же мог этого не делать. Типа, продавать Скорпиона. Как-то излишне было, что ли. Ну ладно. Хозяин-барин. Чисто яйцо в бою. А, кстати, он продал Скорпиона из-за того, что не баф чернокнижников. Тут как-то я уже протупил. Не благодари за такой билд. Не благодари. А после такого билда топ-1 будет гореть в аду. В самом жарком котле, который только существует в этом мире. Ну, не в этом мире. Ну, вы поняли, короче. Для него отдельный котел в аду. Оп! И яйцо, и мастерская бума. Его, естественно, возьмет мастерскую бума. Он сейчас, наверное, еще раз предмет 2-го тира рольнет. И найдет то, что ему надо. 2 антимага. На. Думчик еще один. На. Некор. Пусть будет. Кунку пойдет. Манки Кинг еще лучше. В самом деле он может сейчас кинуть яйцо в Дума, сделать одного двухзвездочного Дума, одного однозвездочного.
Ну, в принципе, может этого и не делать. В общем, да, вот в антимага это то, что доктор прописал. Может, Некрану его в баню, а? Я как-то в Некра не особо верю. Типа Некр прикольный, но не настолько прям, чтобы его фаворитом ставить. Ага, змейка взялась под контроль, понял. Опасно, опасно. Но Некр уничтожил такую же змейку, да. Кстати, смотрим. Минус бог-жрец. Я думаю, он счастлив. О, спектра. Давай сюда. Плюс 5 монет чисто. Омник. Пойдет. Вместо... ну, естественно, вместо Некра даже зайдет. Хотя можно просто баф чернокнижников себе ставить. Цветку уберет, сейчас поставить себе баф чернокнижников и норм. Ну ладно. Тролль 5... Вот и цветка еще. Спасибо. Вместо кунки. Да не, давай вместо кунки. Не, ну так тоже можно было сделать. Вот это вот толпа народа. Если что, он всех кучно поставил для того, чтобы Омник дал баф на всех. Там, кстати, еще один типочек играть будет, скорее всего, на инсектоидах. Ну, удачи. Когда в катке есть Омник, я бы не собирал бы убийц. Вообще. Так, ну, что я могу сказать? Импи, пи 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 пи. Напоминаю, в комментарии мы пишем скиллозависимый билд. Ну, скиллозависимая игра. Ну, скиллозависимый билд тоже. Сочувствую богожрецу, очень сочувствую. Инсим Торба. Все, тут, ну, пасочки. Хотя у ревматизма там тоже, ну, ничего себе. У него бог-жрец, трехзвездочная Лина, конечно, без нормальных еще предметов. Но у него там куча яиц, он может себе спокойно орка-жреца в 3 звезды собрать и просто пересумонить еще. Хотя у него думы есть, поэтому дум, скорее всего, орка-жреца полетит. Так, ну что мы видим? Что мы видим? Мы видим то, что... я думал, это чел с винстриком, на секундочку. Но это не тот чел. Ну ничего, ничего, потом будет. Попозже будет. Ну, минус 29, здорово. Квапа. Есть, ну, квапа, это хорошо. Антимаг еще один, да без проблем. Может, одного антимага яйцом, а второго в одну звезду оставим? А? Ага, решил через прокаст ставить. Окей, хорошо. Я предлагаю в одного антимага кинуть яйцо. Таракана в голове решили так. Кидай яйцо в антимага. Или ты ждешь кого-то особенного. Не, ну в принципе, он может взять особенного. Либо же Квапу, либо же Орка-жреца, либо же Омника. В принципе, Омник хорошо здесь заходит, потому что это очень много будет дефа. Очень много. Типа никакой физический урон его особо продамаживать не будет. Звери могут продамажить, но не более того. Кстати, здорово. Чё там, как дела? Суровые реалии нежити. Суровые реалии нежити. Зевса не берет. Яйцо еще. Пусть будет. Я бы на его месте, кстати, одно яйцо бы все-таки в антимага кинул. Ну ладно, можно так. Ладно, можно не спешить, в принципе. Можно орка-жреца собрать себе. В 3 звезды. Всего лишь. Просто весь стол в одну звезду, и тем не менее он этим столом сейчас будет всех аннигилировать. 9 воинов это проблема, конечно, но из-за того, что у него есть думы, не особо-то это и проблема. Ему просто нужны двухзвездочные фигуры. Как только не появятся, то все, игра будет конечная. Зверь еще опасен, потому что там есть Манки Кинг 2 звезды, он может тупо вечно палку свою держать. Это будет уже больно. Может, драконий рог? Призму? Ну, в принципе, призма хорош. Ты сейчас серьезно? А ты не... Не, ну это уже как бы, ну, вызывайте полицию. Всех легендарок открыл, молодец.
Еще яйцо нашел. Ты можешь, ну, как бы остановиться? Только надо сердце инсектоида дать, думаю. Еще один омник. Вызывайте полицию. Это неадекватно. Вызывайте полицию, срочно. Ты еще варлока. Я звоню в полицию. После этой катки тебя заберут уважаемые полисмены. Тебя накажут по всей строгости закона. Итак, 9 воинов. Спасибо, что вы были с нами. Едьте, пожалуйста, в Next. Ну да. Почему бы нет, да? Если что, он двузвездочные фигуры не хочет делать чисто из-за того, что у него есть баф цвет, который дает дубликаты фигур. Я более чем уверен, что именно из-за этой причины. По сути, ему сейчас чего не хватает? Ему не хватает только сейчас варлоков 2 звезды, 2 оркожрецов 2 звезды и Челкири там рыжего лиса. Так, царство небесное, нежити. Рад был повидаться с нежитью. Пока-пока. Минус 31. Нормас. Ему, по сути, тут маска второго тира нужна. Просто аннигилирует всех вокруг. О, еще один тьма. Пойдет. О, варлок. О, омник. Вот это красиво, я понимаю. Не, ну давай тогда ворка жица, а уже апни. Чё? Чушь. Чушь мелочиться. Через яичко, давай. Да, Ну, ну. Ну ладно. Нет так нет. Я говорить я долго не буду. Нет так нет. Не хочешь и не надо. Ой, варлока там ваншотнули. Что-то, я так понимаю, у Лины там не срослось, да? С предметами. Ну, кстати, тут тоже чил сумонит. Ну да, тут Лина молодец. А если что, то ему в Лине Агоним вообще не нужен. Он его сейчас тут, походу, вынес, кстати. Да, прикиньте. Короче, Лину он неправильно собирает. Там нужен посох третьего тира, магическая призма и отхил какой-нибудь, и все. Это все, что нужно было. И фартануло, что именно Лина закинула сейчас Варлока. Свой скилл. Если бы Варлок жил, там бы не было так все радужно. На самом деле, чел на линии хрень какую-то сделал, то, что он там Аганим нашел. Типа им нужен посох третьего тира, магическая призма. Ну и дальше уже предметы пятого тира. Там маска пятого тира, вот такое вот что-то. Ну ладно. Хозяин барин. Итак. Здорово, зверь. Рад был повидаться, зверь. Добро пожаловать в Next. А, не, минус 36 всего лишь. Ну, как-то маловато минус 36. Что-то как-то, ну, не по-мужски, не по-мужски. Надо было побольше. Хочет сделать двухзвездочного омника и двухзвездочного орка-жреца. Жетон отступника. Ладно.
Мгм. Перекинул сердце, окей. Ну, по сути, если... Ну, кстати, это опасненько, то, что он так переставил. На этом думе не будет такого лютого поглощения. Потому что там омник же кастуется. Хотя не достал, по-моему. Или это тот второй омник. Ну, короче, не суть важно. Нормально, пойдет. Сейчас один раунд и -2, проверяйте. О, Мамора. Это нам надо. Да бери, бери, бери. Нет? Ладно. Ладно. А орка жреца нема, да. Умник, прикиньте. Хочешь яйцо продать? Хм. Ладно. Ладно. Баф ведьмаков себе поставил, чтобы демоны работали. Смотрите, один раунд, -2. Какие ужасные предметы у Лины. Типа Аганим ему вообще не нужен. Посох третьего тира, магическая призма. Вот эти вот два мейн предмета, которые необходимы под такую Лину. Кстати, антимага спер. Прикиньте. Спер антимага. Ой-ой-ой. А вот это неприятно было. Ну, это, ну я же сказал, -2 будет. А, это картинка. Ладно. Живем еще. Еще живем. Реликвию не активирует, он за нее вообще забыл. Типа, думаю, такой... С чем она нужна? О, здорово. Но купить он никак ее не может, к сожалению. Только если двухцвет продавать. А двухцвет продавать он не хочет. Но ну это и логично. Хочет Лину свапать, да? Да, хочет Лину свапать. О, вспомнил за реликвию. Но сейчас это будет конечное. О, магическую призму нашел. Окей. Но посоха третьего тира нет, поэтому не окей пока что. А зачем Аганим вообще искал? Ну, типа, предмет пятого тира зачем искал, пока у тебя нет таких мейновых предметов? Как по мне, это ошибка, когда ты ищешь какой-то предмет, когда у тебя нету самых основных предметов. Ну, тебе предметы пятого тира, имею в виду. Ой, дума стырили. Это плохо? Нет. Кстати, если что, то омники скидывают дебаф дума. На секундочку. Все. Пока. Рад был повидаться с тобой. Все очень было прикольно, круто. -31. Супер омега скилл зависимый билд. Да, очень сложный геймплей. Очень сложный. Тут даже можно и не чекать, в принципе, никого. Вот серьезно, вообще можно не чекать никого. Вот так вот. Вот на вот этой вот ноте и заканчиваем. Что я хочу сказать? Ничего. Супер скилл зависимый билд. Вот и все. Пишем, ребят, в комментариях. Скилл зависимая игра. Да. Ладно, реально мне нечего добавить. Но ему тут жестко фартило. Фартило на предметы, на фигуры довольно-таки хорошо зафартило. Ну, в принципе, все. Мне реально добавить нечего по поводу инсектоидов. Ребят, если что, я осуждаю эту темную сторону. Никто не играйте на инсектоидах, потому что, ну, поберегите себя, своих нервов, близких и тому подобное. И не забудьте после этой катки помыть руки и рот прочистить. Хорошенечко зубной щеточкой пройтись по зубам. Ну, в принципе, все. Ну, мне действительно нечего добавить по поводу этой катки. Да, прикольно, но удивляет ли меня это? Вообще не грамма. Я этих инсектоидов каждый божий день вижу. Я думаю, многие со мной согласятся, что инсектоидов видят каждый божий день. Очень просто скилловый билд. Ладно.
Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Не забудьте поддержать меня, соответственно, лайком, чтобы ролик продвинулся в тренды рекомендаций. И оставь свой комментарий от 3 слов. Это мне очень и очень помогает в развитии канала. Также, если ты на меня не подписан, обязательно подписывайся. И не забывай, у меня есть телеграм-канал, он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!